Привет! Это Forest, канал Forest Play, и это топ-5 программ для отображения FPS в играх. Среди показателей, влияющих на комфорт во время видеоигр, FPS один из наиболее критичных. Геймер часто готов смириться с неидеальной графикой и средним разрешением картинки, но недостаточно плавный игровой процесс может лишить его удовольствия и превратить развлечение в стресс. Итак, в этом видео ты узнаешь, что такое FPS и зачем его контролировать, как FPS влияет на качество воспроизведения и комфорт во время игры, лучшие программы для измерения FPS и как повысить FPS в играх. Погнали! FPS расшифровывается как Frames per Second, число кадров в секунду. Другое распространенное название этого показателя – Frame Rate. Чем выше производительность видеоподсистемы компьютера, чем он более современный и технологичный, тем большее количество кадров он может выводить на экран за один и тот же промежуток времени. На глаз определить текущий FPS сложно, для контроля этого показателя применяют специальные программы. В большом значении фреймрейта изображение выводится плавно, не дергается, картинка на экране выглядит естественно и приятно для глаза. Эти факторы особенно критичны в быстрых играх, где на счету каждое движение, а от скорости реакции зависит победа. В динамичных играх оптимален FPS на уровне 60 или выше. Если игра относительно спокойная, то достаточно 30-50 FPS. Этим видеоигры отличаются от телевидения и кинематографа, где для комфортного просмотра достаточно 24-25 кадров в секунду. Итак, лучшие программы для измерения FPS. Многие приложения, предназначенные для мониторинга фреймрейта во время игр, имеют и другие полезные функции. Последние зачастую играют решающую роль при выборе. Fraps. Пожалуй, самая популярная программа для отслеживания FPS с дополнительной возможностью создания скриншотов и записей видео геймплея. Несмотря на разнообразный функционал и отсутствие русского языка, она очень проста в использовании. Мониторинг FPS и создание скриншотов. После запуска Fraps FPS постоянно отображается в углу экрана во время игры. Также есть дополнительные функции программы: быстрое создание скриншотов геймплея, запись видео со звуком, показ среднего, максимального и минимальных значений FPS, сохранение показаний FPS в текстовый файл, возможность работы поверх всех окон, запуск по таймеру и поддержка горячих клавиш. FPS Monitor. FPS Monitor – продвинутая отечественная программа, которая показывает во время игры не только FPS, но и данные сенсоров компьютера. Например, на экран можно вывести загруженность, температуру ядер процессора и количество свободной оперативной памяти. Другая важная особенность программы FPS Monitor – возможность визуальной настройки отображаемой на экране информации. Если в описанном раньше Fraps можно было выбрать лишь, где размещается счетчик FPS, то здесь можно подобрать цвет, шрифт, включать или отключать показ различных датчиков и так далее. Приложение стоит 350 рублей, но имеет бесплатную демонстрационную версию. Действие последней не ограничено по времени, однако на экране выводится водяной знак. Дополнительные функции FPS Monitor: поддержка датчиков всех популярных процессоров и видеокарт, гибкая настройка оверлея, выводимого на экран изображения, вывод на экран нескольких
систем компьютера и повышения их производительности. Одна из ее возможностей – отображение фреймрейта и других характеристик поверх запущенных игр. CAM бесплатно и имеет русский язык интерфейса. Для отслеживания FPS пользователю придется в ней зарегистрироваться. По сути, эта программа аналогична предыдущей, но с большим акцентом на мониторинг характеристик компьютера, чем на разгон. Она более удобна для неопытного пользователя, чем MCI Afterburner, но после первого запуска кому-то может понадобиться время, чтобы разобраться в ее интерфейсе. Чтобы включить отображение фреймрейта, перейдите в настройки приложения, откройте раздел «Количество кадров в секунду» и активируйте функцию «Включить отображение данных CAM». Основные функции программы CAM – демонстрация FPS и других параметров и характеристик компьютера поверх запущенной видеоигры, разгон графической карты, отслеживание данных из десятков сенсоров компьютера, предупреждение о некорректно работающих компонентах компьютера, например, о возможном отказе системы охлаждения, отслеживание температур процессора и видеокарты, регистрация для хранения данных о производительности компьютера в облаке разработчика программы, отслеживание истории FPS для игр, которые запускал пользователь, и также настройка отображения фреймрейта. Aqua A – бесплатное приложение, позволяющее следить за состоянием процессора, видеокарты и других компонентов компьютера, а также отображать FPS в распространенных играх. Программа проста и доступна для новичков, пусть и без русского языка, однако она поддерживает не все существующие игры, а только 3600 и более наиболее популярных игр. Для большинства геймеров это не проблема, но если вы играете во что-то экзотическое, фреймрейт может не отобразиться. Дополнительные настройки программы для показа частоты кадров не нужны. Просто запустите Aqua, а затем игру. После сеанса геймплея отобразится окно с подробной статистикой FPS. Например, приложение сгенерирует наглядный график, показывающий, какое число кадров в секунду преобладало во время игры. Основные функции – настройка отображения фреймрейта, вывод на экран параметров процессора, видеокарты, жесткого диска и вентиляторов, введение статистики FPS во время игрового сеанса, отображение подробной информации о железе, базовые функции разгона видеокарты и управление при помощи горячих клавиш, уведомления о перегреве процессора или видеокарты. Итак, как же повысить FPS в играх? Если вы заметили, что кадры в игре меняются медленно или с непостоянной скоростью, возможно, вам помогут следующие приемы. Выставить более низкие настройки графики, снизить игровое разрешение, закрыть все сторонние программы, которые могут съедать часть ресурсов процессора, видео и оперативной памяти, обновить драйвер видеокарты. Если же FPS стабильно низкий у большинства видеоигр, которые вы запускаете, возможно, пришло время хотя бы частично обновить компьютер. Верна и обратная логика: если фреймрейт на ваших настройках стабилен, без сильных снижений держится хотя бы на уровне 45-55 кадров в секунду, настройки графики можно улучшить. А на этом все. Спасибо за просмотр. Если видео было полезным, оставь комментарий, поставь лайк и подписывайся на канал. С тобой был Форест, канал Forest Play.